DCS World – авиационный симулятор, в котором детально воссозданы десятки летательных аппаратов, каждый из которых обладает проработанной моделью полета и повреждений, интерактивной кабиной и симуляцией различных систем. Графика в игре радует современной картинкой. Есть хороший редактор миссий, встречаются фанатские моды хорошего качества. Усилиями разработчиков и студий-партнеров игра постоянно развивается и обновляется на протяжении многих лет. Регулярно появляются новые летательные аппараты и карты. Дорабатываются и улучшаются различные компоненты игры. Базовая версия симулятора распространяется бесплатно и включает в себя два самолета. Советский штурмовик Су-25Т с упрощенной кабиной и американский поршневой истребитель П-51 «Мустанг», а также карта «Кавказ», на которой можно испытать данную технику. Достаточно для того, чтобы познакомиться с игрой. Другие летательные аппараты и карты приобретаются отдельно. Falcon BMS – авиационный симулятор с детально воссозданным американским многоцелевым истребителем F-16. Оригинальная игра вышла в 1998 году, но до сих пор актуальна благодаря глобальному фанатскому моду, который улучшает игру и добавляет в нее огромное количество контента. В игре реализована интерактивная кабина, где работает большинство кнопок, тумблеров и переключателей, а проработанная модель полета только добавляет реализма. Помимо этого, стоит выделить динамическую кампанию, где каждый юнит играет свою роль на поле боя, и игрок ничем от них не отличается, выполняя поставленные задачи наравне с искусственным интеллектом. Steel Beasts – потребительская версия симулятора бронетехники, ориентированного на отработку тактики общевойскового боя, основными заказчиками которого являются сухопутные войска таких стран, как Австрии, Дании, Испании, Швеции. В симуляторе проработаны десятки современных образцов бронетехники, многие из которых обладают детально воссозданными боевыми отделениями, с интерактивными приборами и панелями управления, часть кнопок и переключателей на которых функциональны. В игре симулируются различные системы боевых машин с возможностью выхода их из строя благодаря проработанной модели повреждения. Из дополнительных плюсов стоит выделить хороший редактор миссий, который позволяет создавать собственные сценарии. Стальной удар. Оскал войны. Танковый симулятор с тактическими элементами, в котором игрок выполняет роль одного из членов экипажа и управляет подконтрольными ему подразделениями. На выбор дается один из двух танков – советский Т-62 или американский М-60А1. Танки выполнены хорошо, присутствуют зоны пробития, реализован выход из строя различных систем. Интерьер проработан, анимирована работа экипажа и механизмов танка. Звуки механизмов танка, попаданий и рикошетов снарядов создают атмосферу боевого отделения. Игровой процесс за танки немного отличается. Т-62 оборудован стабилизатором оружия, который позволяет комфортно пользоваться приборами наблюдения и вести огонь в движении, не боясь укачивания. На М-60 установлен дальномер, позволяющий более точно измерять расстояние до цели, упрощая жизнь наводчику.
Также стоит выделить и режим статистики, в котором можно визуально посмотреть результаты стрельбы любого юнита. Dangerous Waters. Игра, которая наиболее точно симулирует морские сражения современного флота. Вышла в 2005 году, но благодаря отсутствию конкурентов и длительной поддержке авторов мода Reinforce LR, который добавляет в игру большое количество управляемых боевых единиц, к игре сохраняется интерес. Для управления игроку доступно большое количество подводных лодок разных классов, надводных кораблей и морской авиации. Игрок может выполнять роль командира, акустика, оператора радара и вооружения, самостоятельно или возложив большинство обязанностей на искусственный интеллект. Игроку предстоит проводить поиск и распознание судов с помощью активных и пассивных радаров, акустических буев и магнитных сенсоров. Бороться с противником, используя обширный арсенал ракетного, торпедного, минного и артиллерийского вооружения. Управлять маневрами надводного или воздушного судна. Бороться с торпедами и крылатыми ракетами с помощью маневров и средств противодействия. Игра генерирует множество случайных, нестандартных ситуаций, заставляя удивляться и улыбаться. В наличии хороший редактор миссий, который позволяет создавать собственные сценарии. Enemy Engaged. Симулятор боевых вертолетов, вышедший в 1998-99 годах. Актуальный до сих пор благодаря модам, которые улучшают графику и добавляют новый контент. Заслуживает внимания благодаря проработанной технике с аутентичными кабинами, в которых реализованы функциональные информационные дисплеи, а также динамической кампании, заставляющей окунуться игрока в атмосферу реального театра военных действий, где он, наравне с коллегами, управляемыми искусственным интеллектом, всеми силами пытаются достичь победы. Цель поражена. СЭМ-симулятор. Симулятор советских систем ПВО. На выбор игроку представлено 7 советских систем противовоздушной обороны. От стационарных ракетных комплексов до зенитной самоходной установки. Игровой процесс протекает на экранах с приборными панелями членов экипажа комплекса, а также экранами боевого информационного планшета. Приборные панели располагают частью работающих индикаторов и переключателей, необходимых для выполнения игровых задач. В большинстве комплексов отсутствуют визуальные средства наблюдения за внешней обстановкой, потому результаты стрельбы придется определять также по приборам. После миссии можно посмотреть результаты вашей стрельбы в текстовом формате. СЭМ-симулятор не отличается разнообразием и глубиной игрового процесса, но это единственная игра, которая раскрывает тему ПВО на уровне симулятора, к тому же она бесплатная. Arma 3 можно описать как симулятор поля боя, который охватывает множество родов войск. Но максимально игра раскрывает тему пехоты и ее взаимодействия с военной техникой. Стоит выделить две вещи. Великолепный редактор миссий, позволяющий человеку с каплей фантазии не заскучать в игре никогда, и комьюнити, которое радует поклонников игры огромным количеством качественных модов, которые расширяют игру как вширь, так и вглубь. Они добавляют и углубляют механики, позволяющие симулировать некоторые моменты игры более правдоподобно, и добавляют большое количество образцов современной военной техники и вооружения. Каждая модель техники отличается по уровню проработки. В одних интерьер проработан полностью, в других частично. Среди модов встречаются техника с интерактивными кабинами. Реализованы различные элементы системы управления огнем. Присутствует простая модель повреждения.
War Thunder – бесплатная многопользовательская игра с огромным парком современной наземной техники, авиации и флотом. Сочетает в себе механики как симулятора, так и аркады. В пользу симулятора можно отнести хорошую физику, передвижение техники по земле, воде и в воздухе, детально проработанную и наглядную модель повреждения с выходом из строя различных систем и экипажа, систему пробития, в которой учитывается тип снаряда и брони, их характеристики и условия попадания, качественные внешние модели техники с множеством мелких декоративных деталей. Игра условно бесплатная, постоянно развивается и совершенствуется, улучшается техническая часть, появляются новые модели техники. Cold Waters – аркадный симулятор про морские сражения времен Холодной войны. Игру можно сравнить с Dangerous Waters при включенном автоэкипаже всех постов. Упрощена работа с сенсорами и вооружением. Компьютер самостоятельно распознает и помечает контакты, вводит необходимые параметры стрельбы. Благодаря глобальной модификации Epic Mod в игре появляются новые механики, множество управляемых надводных кораблей и подводных лодок. Если вам хочется поиграть в игру с приятной графикой про современный морской флот без изучения сотен страниц мануала, то эта игра для вас. Симулятор современной военной техники – редкий случай. Новые появляются нечасто, потому все они давно известны. Под современной в ролике понимается техника периода Холодной войны и современности. Данный топ является мнением автора и может отличаться от вашего.